100 фактов об игре Бога. Впервые смотрящий появился в 85-й серии, из-за чего Джодах стал называть смотрящего старина время. А вот вид бог времени, смерть и время в физическом обличии родился с начала существования жизни и управляющий тюрьмой времени, а также является самой смертью. У смотрящего тоже есть свои интересы, а не просто дежурная работа смертью и надзирателем мультивселенной. Все умершие души попадают к нему в чистилище, а вот куда дальше знает только сам смотрящий. По словам междумирца Демиурга, даже 4 богов не смогут избежать из тюрьмы времени. И в тюрьме времени нет звука, и из этого следует, что никто не смог разговаривать, но за исключением Лютиуса, его голос слышали все. Заключенные здесь не имеют света, но исключением является Лютиус. Смотрящий – это то, что ждет всех в конце жизненного пути. Его тело и существование зависит от его восприятия, но образ приближенный к человеку, который он выбрал сам. А еще, кстати, он не моргает, питает интерес к живым существам. А вот способности, психологичные давления и ментальные манипуляции. Помимо этого издает различный шепот и шум, его также окружает темный дым. Телепортация, телепатия, манифестация третьего типа, существование внелинейного времени, изменение облика. Воспринимает свою работу как обязанность, поэтому ему ни горячо и ни холодно от ее выполнения. Довинбан не является скайзерневцем, он попал в скайзер случайно, разлив на себя котел с расплавленным металлом. А вот вид мироходец, но вот неизвестно откуда он, вероятно множество миров. Есть жена по имени Элиза и дочка Катрина в организации Небесный Анклав. А так Довинбан был профессором и вел квантовую механику. И вел ее в Скайзерневской академии при Анклаве. Вместе с группой мага-инженера ему удалось создать целое измерение, известное как Синий Лист. Способности, навыки механики и инженерии. И способности мироходца. Довин очень опытный мироходец и смог перетаскивать с собой довольно много предметов. Именно он создал магический гироскоп, держащийся здание Ордена в воздухе. Благодаря одному из его изобретений под небесной колыбели, части скайзернецев удалось выжить и перебраться в Синий Лист. Также вел свой личный дневник. На обложке журнала изображен портрет-символ Анклава. А вот обладателями были Довинбан, Джеймс Ави и Лолошка из мода Storytelling. А вот оригинальный текст был написан на скайзерневском языке, дабы Лолошка смог прочитать его. Но вот Джеймсу приходилось использовать заклинание перевода. Вот самое первое появление мироходца было в 38 серии, что Джодах всегда звал его друг в маске, а вид междумирец и Демиург. Да, слово междумирец не является его именем, а название его расы. Из мира пустошь. О способности перемещения между мирами, невосприимчивость к пустоте, манипуляция со временем, видение будущего. На превью появлялся 2 раза. Высший совет, в котором были 4 высших боги-демиурги по имени Агнус, Аквария, Эки и Аэрофи. А значение этих имен очень интересное, потому что имя Агни идет по имени Агнус, что с латинского как Агнец. А вот имя Аква как Аквария, с латинского означает вода. Имя Эко как Эки, имеет значение экология. А вот имя Айро, Эйрофи, имеет значение воздух. Но это и не важно, потому что Лютиус всех звал 4 недоумков. А вот их способности, управление существами, создание полубогов, невосприимчивость к пустоте, видение миров, не находясь в них. Впервые боги появились в 89 серии. А также боги могут заточать полубогов и других существ в тюрьму времени за неподобающее поведение и нарушение баланса во вселенной. Именно они начали и выиграли войну против междумирцев, захватив всю власть во вселенной. В сезоне «Игра Бога» говорилось, что боги являются верховными существами мультивселенной, однако этому противоречит пост Асии, в котором говорилось, что Высший Совет властвует лишь над своим скоплением миров, в котором происходило все события Игры Бога. Но, как и ни странно, у каждого из богов есть своя семья. А вот в Айро есть сын по имени Зефирион. Но вот сам Зефирион называет себя Зефирион Великолепный. Но вот Лютиус так не думает, ведь он называет его Зефирка. Мне нравится. А вот из мира Скайзерн. Рост 190 сантиметров. Смог освободиться из водяной могилы Эолы, которую наложил на него Джодах. А вот способности полубога, полет и создание самоуправляющих летающих стрел. Самый единственный известный полубог, который сам уничтожил свой мир. Сделал это он, чтобы стать наместником нового мира.
крайне редко показывался из своего небесного замка, наплевав на своих подданных, что даже и не знал, что Скайзар представляет из себя развитую цивилизацию. У финала «Голоса времени» он был показан в тюрьме времени, но вот поникшим. На превью был показан один раз. Но вот у Аквы была дочь по имени Эола. Возможно, ее имя является отсылкой на Эолу из Genshin Impact, но вот ее изначальное имя Диана. А вот способности Дианы, заклинания и водная могила Эолы создала расу фей, что и ради них пожертвовала собой. Была единственной хорошей полубогиней из всех существующих ранее власти. А вот в Агнии есть два сына, младший Лютиус и старший Ивлис. Лютиус всегда недолюбливал своего старшего брата Ивлиса и был рад, когда демоны расправились с ним, развеяв его божественную силу. Лютиус нередко упоминал, что часть его силы забрали боги в качестве наказания, но на деле это и никто и не делал. Заставить Лютиуса так думать было частью плана Джодаха, который затем поглотил остатки его сил. Его имя напрямую отсылает к несюжетному персонажу Лютиусу Эво, а характер же и дальнейшее перевоспитание обоснованы вышедшим в 2019 году пилотом серии «Отель Хазбин». А вот Волан всегда звал его Люц. Из мира преисподня. Рост 180 см. Способности полубога: контроль огня, возможность призыва молнии, парение, телепортация, связь расстоянии, создание существ, знакомый с многими полубогами. И уничтожил половину Нижнего мира ради внимания отца. Был неоднократно заключен в тюрьму времени за свои подделки, но ему удавалось каждый раз бежать. На превью появлялся 7 раз. Так что не забывайте, что все события данного сезона происходят в отдельном скоплении миров. И для этого сезона был разработан вот такой мод, добавляющий в игру диадему Спектре. И на данный момент это единственный сезон без официальной песни, но еще одну копилочку. Но и не надо расстраиваться, ведь по сезону была выпущена неофициальная музыкальная композиция «Пешки». Главного героя зовут Лолошка, но могут все звать Ло. Но вот Лолошку можно охарактеризовать как мальчик на побегушках. Но вот Вол он всегда называл Ло клеточник или болванчик. Вид междумирец и демиург. Рост 190 см. Белофея фамильяр Целестия. Состоял в организации Орден Великого Древа. Способности мироходца: перемещение между мирами, подстраивание в окружающей среде, пустотная магия, слабая восприимчивость к ядам, повышенная выносливость, замедленный процесс старения тела. Также быстрая обучаемость, можно легко научиться пользоваться почти любым видом оружия, магии, науки, ремеслу, фермерству и так далее. Однако обучаемость нередко зависит от сезонных механик. Частенько ломает четвертую стену. Лолошка был в более чем 33 мирах на основе мира Майнкрафта. Настолько силен, что его силы ограничивают сценаристы. В журнале Лолошки записок 90 и 142 не существует. И, кстати, вы помните это яйцо? Ведь оно спустя пару лет появилось в новом сезоне. В Лолошке в сезоне было 2 пасхальных меча. При глобальных перемещениях Лолошка постоянно теряет вещи и память. Большая часть его смерти является геймплейной условностью, а не сюжетно важной деталью. На примере смерть от руки Воланда. Когда Лолошка умирает и переносится к чекпоинтам, скорее всего это не отказ событий, а возрождение в заданную точку времени. И коронная фраза Лолошки «Дальше больше».